это меня сильно впечатлило. То есть мне захотелось вот в этом поучаствовать и дальше, и дальше. Я же хотела, мне же надо было вытащить инструкцию, как этим пользоваться. Во-первых, я узнала, что у меня есть определенные способности, которые я думала, что они есть у всех. То есть это же могущество. Я это назвала одним словом. Это могущество. Как объяснить? Вот я была одна, а теперь я в команде. Команда такая космическая. Закон больших чисел никто не отменял. Надо в них вот повариться. И типа ничего страшного, еще там несколько нолей добавится. Вопрос вот именно больших чисел – это одна история. Другая история все равно, вот когда это, понимаешь, доставляет тебе кайф. Серьезная концентрация на осознанность. Вот прямо осознанность, я думаю, что она дает. Вот еще просто даже быть осознанным, это даст в любом случае. И все, и что я вынесла? Что я все могу, в общем-то. Очень многие вещи. И по новым космическим аппаратам, да, то есть я в него села такая, и еще всю панель не изучила. Вот сейчас буду изучать. Ты что, слюни просто, сопли-слюни. Какие? Ладно, слушай, я тебя хотел расспросить по поводу нашего с тобой опыта. Я буду тебе задавать вопросы. Вот, и мне будет интересно услышать твои ответы. Я вот штуку поставил на запись сейчас, да, чтобы потом из этого нарезать что-то, что будет полезно для других людей по чайне. Если ты что-то скажешь, что не надо будет, я свободно это вырежу, как скажешь. Там пип, Да-да-да. Хорошо, Анастасия, ты прошла путь от консультации до практикума в группе «Крыло времени», до индивидуального наставничества, можно сказать. И ты сказала, что у тебя было прям несколько квантовых скачков. И это не просто слова, как я понимаю, потому что это для тебя выразилось прежде всего, на материальном плане, да? Слушай, я, наверное, не хотела про цифры, про цифры. О том, что, да, я привлекла инвестиции. Подожди, можем мы говорить о порядках цифр тогда? Давай просто скажем, что это большой проект, и он как бы требует больших инвестиций. Давай не будем. Хорошо, я тебя услышал. Тогда я начну заново. Анастасия, здравствуй. Давай, начнем заново. Да, здравствуй, Анастасия. Привет. Да. Мы с тобой уже знакомы почти сколько? Месяц уже скоро будет. За это время ты умудрилась пройти консультацию, групповое участие в «Крыле времени», потом индивидуальное. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты вообще пришла, как ты меня нашла и почему обратилась ко мне? Ты понимаешь, в тот момент, когда у меня не было плана кого-то искать, на самом деле. То есть у меня не было плана, что я хочу кого-то найти, чтобы мне кто-то помог. Я, как ты знаешь, прошла там серьезные испытания болезнью. И, возможно, это было такое удачное совпадение, хотя совпадений не бывает, что я увидела твой эфир не помню имя парня, и вы там обсуждали какие-то такие вещи, более, скажем, глубокие, что ли, простыми словами. И я совершенно случайно наткнулась на эту рекламу, и я почему-то захотела тоже понять, почему я вляпалась в эту историю, почему я достаточно благополучный, успешный человек, и, в принципе, я была в том состоянии, что, в общем-то, я, как мне казалось, достигла всего, чего я хотела уже в этот момент. Почему я вляпалась в эту историю? Почему я прошла все эти вещи? Как, откуда, в общем-то, были у меня были вопросы на этом уровне. С тобой получилась эта консультация. Хорошо. Мне захотелось с кем-то поговорить невовлеченным, потому что все, кто меня окружает, если бы я с ними поговорила, они были бы в курсе моих дел, и это были бы просто слова какие-то. Да, так бывает, все такое. Скажи мне, пожалуйста, какой был для тебя результат вот этой первой нашей с тобой встречи, что ты получил от этого? Немножко в другой парадигме я стала мыслить. Да, то есть, как ты мне сказал, хватит задавать эти вопросы, почему, давай просто чего-то там в тебе открывать. И мы открыли? Оно откроет и развернется. Да, мы с тобой же там проделали практику, и итогом этой практики же явилось то, что я поставила цель. В принципе, у меня цели-то уже не было. Я и так ровно себя чувствовала достаточно. И итогом этой практики было то, что я подумала, да нет же, наверное, надо переходить куда-то уже на другой уровень. Поставила цель. Назрела она там во мне, как это назвать, я даже не знаю, зрела, да, наверное, эта цель, и я ее сформулировала и пришла к крылу. Так, то есть ты пришла на «Крыло времени» с целью, насколько я помню, она была связана с твоим бизнесом? Это, скажем так, немножко новый бизнес для меня, девелоперский проект. И я была не уверена в том, что это мое. Да, то есть мне нравилось, я так присматривалась, я там уже давно им интересовалась и так далее, но я была не уверена, что это мое, и оно мне зайдет, и я убедю других людей, что да, стоит, в общем-то, под это дать денег и так далее.
То есть это была цель, связанная с привлечением финансирования под Ну, диктаторский э, проект. э, это большой проект, да, и, в общем-то, он требует больших финансирований, естественно. Мгм. И, насколько я помню, тебе удалось это буквально за 9 дней реализовать. Ну, практически сразу вот пошел резонанс, то есть это вот было подтверждение, что это моя цель, Мгм. и все вокруг стало вот резонировать просто. Поясни, что значит, Фонтанировать. поясни, пожалуйста, что значит резонировать? Очень быстро стали приходить люди, то есть буквально я запустила это в космос, и очень быстро стали приходить люди, которые либо что-то предлагали сами, либо предлагали, как вложить, либо построить, либо там, я не знаю, ну, в общем-то, мне даже ходить никуда не пришлось, они сами, собственно говоря, меня находили. Хорошо, а скажи, пожалуйста, с чем ты связываешь такую вот реакцию мира на то, что ты же, в общем, успешный человек, ты владеешь различными знаниями, техниками, но здесь у тебя, видимо, получился какой-то новый опыт, да, который тебя удивил, ты же дальше пошла. С чем ты связываешь вот такой резонанс? Как ты думаешь, почему произошло так, что твоя цель реализовалась настолько просто? Ну, это моя, видимо, цель. Ну, просто я туда точечно попала именно то, что я хотела, видимо, или мне нужно было реализовать, или что-то. Ну, это вот моя, видимо, цель. Хорошо, а То что есть это ты... правильно поставленная цель, Мгм. вовремя, видимо, в тот момент, когда нужно, и вот это красиво, такой вход в это вот То есть всё. важно, чтобы цель была конкретно твоей, да, для ее реализации, и поставленной своевременно и четко, верно? Я думаю, да, да, ну, правильное время. Отлично. Скажи мне, пожалуйста, Анастасия, а что ты делала для того, чтобы реализовать свою цель, ну, кроме того, что все само происходило, да? Расскажи, как у тебя было, чуть подробнее, пожалуйста. Слушай, ну, у меня, знаешь как, у меня же не только, это была вот чистая цель, да, то есть до этого у меня были там, активы тоже, связанные с недвижимостью. И я, в общем-то, их не рассматривала. Понимаешь, как бы получилось так, что вся эта история объединилась в одну общую, папка такая под названием "недвижимость", такая папка, знаешь, ее Мгм. мы начали трясти просто. И из нее посыпались вот объекты, у меня было там парочка тухлых объектов, это вообще просто тухлятина была полнейшая. Я не могла от них не избавиться, не двинуть, не изменить ничего. Там были такие обстоятельства юридические, что, в принципе, ну, как бы я уже думала, что, ну, что с ними делать? Ну, то есть у меня уже была мысль, вот, ну, что с ними делать, в конце концов. И в этот момент, вот, то есть, когда вот пространство начало резонировать, все проснулось, даже эти объекты. Ну, то есть, вот у меня сейчас уже третий виток, то есть я уже начала все витками считать. Третий виток сегодня, первый тон. И, по сути, мы разобрались с ними. То есть у нас есть там уже совершенно четкий план, что мы с ними будем делать. Один даже, может быть, и купят. Представляешь? То есть это для меня, конечно, вообще радость. Анастасия, А, позволь, я тебя прерву вот на этом моменте. То есть это же не было твоей исходной целью, когда ты заходил на практикум, да? То есть это как-то периферийно Да, это вот подключилось, да? это вот всё пучком подтянулось туда. Ага. Да, слушай, подожди, я отвлеклась. Ты меня что спросил? Ты меня спросил, э, про как у тебя стоял там вопрос-то? Я немножко пошла сразу в сторону, Да. глубоко. Что ты делала для того, чтобы твоя цель вот в этом Что я процессе делала? реализовалась, да? Ну, собственно говоря, вот что я делала. Они вот мне начинали все названивать с утра, понимаешь, с 8. Ну, вот там у меня разница с Иркутском 5 часов, вот с 7 иногда даже эти объекты, значит, с 7 утра я начинала вот это вот, и в течение дня все само вот по себе, знаешь, то есть то тюлень прибежит, то олень, понимаешь, это был просто сам по себе процесс вот разруливания на ровном месте, ничего не делал. Понимаешь, я разруливала то, что уже прибегало ко мне. Прибегало что-то там про это сам, я уже там на ходу чего-то разруливала, представляешь? Я, в принципе, даже ничего, вот мне назначали встречу, я на нее шла. Все. Анастасия, ну, давай мы же посмотрим. Ну, не бывает же чудес, да? То есть любое действие несет с собой реакцию. То есть было какое-то действие, которое запустило вот то, что ты назвала резонансом, классным словом, так что тебе начали все резко звонить. Как ты считаешь, что в тебе внутри изменилось в наших процессах, что вот запустились такие цепные реакции? И одни цели стали просто притягивать другие, третьи, и все начало решаться. Ну, так вот смотри, то есть ты так мне, главное, задаешь вопрос от обратного. То есть меня же, когда все это запустилось, Мгм. я и задала тебе этот вопрос: Паш, а что во мне изменилось? То есть это же был с следующего витка вопрос-то. Ну, Что я делаю? Это моя сила. То есть как раз это мы с тобой, в общем-то, и начали прорабатывать. То есть давай мы к этому попозже для меня, вернемся. для меня же тоже это был вопрос, а что я делаю такого? Ну, что я не делала раньше, И как понимаешь? ты тебе его ответил на этот вопрос? А вот это вот давай, ты сказала, давай пойдем в индивидуалку на следующий виток и узнаем, в чем твоя сила. И вот мы эту как раз тему и ворошили с тобой следующим этапом. Секундочку, секундочку. Я тебя никуда не тянул. Ты сама захотела знать, в чем твоя сила.
Ну, Ну, раз я захотела, да, а ты меня во второй виток и втянул. Чё, так ну, и есть. хорошо, хорошо. Значит, давай с первым закончим. Значит, на первом витке ты поставила цель, связанную с получением финансирования под свой девелоперский проект, и это все само собой реализовалось, да? Попутно подтянулись какие-то другие вещи, которые ты долго не могла решить, и которые тоже как орешки пощелкались. И это было просто. Они прямо не то что пощелкались, они ожили, Мгм. понимаешь? То есть они были совершенно вот не подавали признаков жизни. И Скажи, вообще, пожалуйста, по первому своему витку, вот ты можешь еще какое-то яркое воспоминание или озарение добавить, прежде чем мы перейдем ко второму? но вот это было мое самое большое озарение. Ну, меня, понимаешь, то, что я привлекла в финансирование, это моя работа. Да. Я как бы продавила, ну, рано, поздно, дальше. Ну, может быть, не сразу бы додумалась, может быть, прошло там сколько-то лет, но это моя работа, я знаю, Нет. как это делать, да. Меня больше всего-то это поразило не вот, ну, это тоже здорово, конечно, это большая благодарность тебе, Вселенной. А, Меня больше всего удивило вот именно то, что как это начало все взаимодействовать, как эти пласты стали между собой резонировать. То Мгм. есть ты запустил один запрос, а поднялся целый пласт всего разного, да, то есть там же вплелись и какие-то связи и отношения из прошлого и так далее. То есть поднялся пласт какой-то такой вот интересный, то есть и меня-то впечатлило именно вот это а, какая-то вот это заплетание вот этих слоев, и что это настолько все между собой связано, ну, что нет ничего не связанного. То есть ты тянешь одно, у тебя подтягивается другое. Четко совершенно тебе дают понять: вот это ты хочешь, а вот это нужно подтянуть к этому. И вот это вот переплетение людей, энергий, событий, каких-то вообще вроде как, казалось бы, не связанных вещей между собой. Вот это меня сильно впечатлило. То есть мне захотелось вот в этом поучаствовать и дальше, и дальше. То есть я уже хапнула что-то, хапнула какого-то удовольствия от этого всего. Мгм. И то, что я, значит, там в центре событий, там вот это вокруг меня все что-то разворачивается так интересно. И вот оно и... А я уже где-то, видимо, почувствовала эту штучку. Вот оно меня больше всего это впечатлило. Понимаешь, то есть это же могущество. Я это назвала одним словом. Это могущество. А я вот еще вспомнил, ты же встретила близкого по духу человеку в кругу в группы, правильно? Ну вот, я тебе говорю, какие-то вещи из вообще там, ну, то есть знакомый 20-летней давности, да, проявился. Но это какие-то вещи, вот они совершенно фантастические. Мгм. Хорошо. То есть у тебя закрутилось вокруг тебя вот ощущение жизни, энергии, резонанс, то, что ты назвала качественно. Тебе удалось, естественно, реализовать твои цели благодаря твоему труду, да, и своевременности, и тому, что ты двигалась к своей истинной цели. И тебе это, насколько я понял, понравилось. Вот почему ты решила пойти во второй виток на более глубокую работу лично уже со мной? А мне же надо было инструкцию. Мне же, да, понравилось. Я думаю, ну, сейчас покрутится, а я не пойму, как это работает. Я же хотела, мне же надо было вытащить инструкцию, как этим пользоваться. Вытащила? Я пошла. Ну, почти, ну как, я не могу тебе сказать, что я прям точно знаю, какие пассы руками с утра поделать, понимаешь? Какие заклинания там сказать. Это понятно, что я еще точно не знаю. Наверное, может, когда-то узнаю. Но мы с тобой не делали ни пасов, ни заклинаний. Но да, но все равно я более-менее поняла, во-первых, как я это выражаю, транслирую, кому-то еще там могу, может быть, даже чем-то поделиться. Хорошо, давай по порядку пойдем. То есть тебе захотелось понять, как личные твои механизмы в твоей жизни работают на твою силу, на ее раскрытие. Я правильно тебя понял? Да, Так. да. И тебе удалось коснуться этого механизма, получить для себя понимание, схему рабочую, или как ты это называешь, инструкция? Я думаю, да, потому что а, во-первых, я узнала, что у меня есть определенные способности, которые я думала, что они есть у всех. Мгм. Я думала, что они все умеют так делать, а оказалось, что нет. Ну, может быть, можно научить, но я пока не знаю как. На- И я их могу теперь совершенно осознанно доставать и применять. А ты можешь назвать, что это за способность? Вот первое, что я узнала, о том, что, оказывается, управление временем. Да, то есть если для меня это был естественный процесс, то я, когда начала своему антиподу об этом рассказывать, он а, сделал круглые глаза и кристаллизовался. Просто когда он это слушал, он в кристалл превращался. Как это так? А,
А я говорю, а как ты развитием не пользуешься? Это же так просто. Вообще берешь там, вживляешь в себя внутренние часы, все, что нужно, тебе впихиваешь в нужный промежуток времени, нормально у тебя все, ты успеваешь, нигде не опаздываешь, и главное, не суетишься. Это можно Ну, назвать грамотным тайм-менеджментом, твой навык? Скилл? я не знаю, вряд ли. То есть это Навряд. нечто большее? Это не тайм-менеджмент, нет. Это нечто большее для тебя? Это вот какая-то такая вот, ну, ощущение времени на уровне вот тела, я не знаю. То есть ты говоришь о том, что ты можешь структурировать время своей жизни так, что ты сжимаешь и разжимаешь его скорость, правильно? Да, я могу, ну вот я, например, никогда не пользуюсь будильником даже. Ну, у меня нет такой вот даже потребности. Если мне нужно там в какое-то время проснуться, я проснусь, потому что я вот эти внутренние часы свои настраиваю. Но поскольку ты свои внутренние часы можешь настроить на обычное время, то так ты же можешь их раздвигать. Ну, например, тебе нужно успеть, вот, допустим, в день у тебя там сколько-то дел, да, и ты еще должен откуда-то доехать, доехать до этой точки и доехать вовремя, да, то есть вот для того, чтобы это все сделать, ты можешь там раздвигать это время, немножечко тебе, да, чтобы больше было времени, или сжимать, чтобы это побыстрее там чик-чик-чик все сделал и ускакал. И таким образом тебе не надо суетиться, то есть никогда не нужно никуда бежать, там, сломя голову и так далее. Ты вышел, спокойненько дошел, то что ты же их подкрутил, эти часы, вышел, дошел, все сделал, не знаю. Ну, я этим пользовалась всю жизнь, а оказывается, этим не все пользуются. А я еще удивляюсь. Я говорю, что вы носитесь? Что? Что? Ну, зачем так суетиться? Что-то бежать, не успевать, почему опаздываете? Оказывается, вот это, знание такое не очень. Ну, и потом, знаешь, вот то, что ты, когда ты можешь это же все еще не только раскладывать в течение дня или в часах, ты же тоже можешь это укладывать и в какие-то длительные промежутки времени. Поэтому вот длительные такие многоходовые операции тоже, это мне как бы тоже было свойственно. Да? То есть я люблю такие многоходовочки на год рассчитанные, на 2, на 10. Да? Вот. И ты можешь, вот это вне времени, то, что мы с тобой говорили, оно именно в этом и заключается. То есть ты берешь какую-то, задумываешь ну, бизнес-операцию или что-то вроде этого, и ты знаешь, что она будет, допустим, 10 лет. Ты ее туда впихиваешь в эти 10 лет, в эту всю историю, и отпускаешь во вне времени, потому что она там у тебя, в принципе, развивается потихонечку, но ну, там надо какие-то действия периодически осуществлять, но они не осуществляются, знаешь, в таком цейтноте. Ну, то есть там не бывает так, что пришло время платить там ипотеку где-то там, ну, не знаю, где ты ее взял, она же тоже там на много же лет рассчитана, да, но она тебе все время таким откровением, ой, блин, как раз мне нет денег, что там еще. А там оно как бы получается, что если оно идет во вне времени, оно там и идет себе спокойно. То есть у тебя в этом времени находится всегда ресурс для того, чтобы перекрыть или очередной платеж, или что там еще тебе требуется в этом. Ну, или там очередные бумаги какие-то запустить. Такое, знаешь. Ну, я вот таким образом построила, там, сам по себе, собственно говоря, рос. То есть ты использовал вот эту силу вне времени и спокойствие в способности сжимать и разжимать время и планировать все качественным образом для того, чтобы собрать бизнес-портфель. Можешь запустить таким образом какое-то количество, вот насколько у тебя хватает твоего ресурса, да, то есть ты можешь таких портфелей, наверное, я думаю, наверное, все вот игроки, которые идут вот именно многоходовки такие, рассчитанные на длительный промежуток времени, они, видимо, обладают этим качеством, просто, может быть, не знают об этом. Потому что это именно вот какое-то внутреннее, вот понимаешь, то есть у тебя и добавляется, и добавляется, и вот этот внутренний счетчик, он все время регулирует твои возможности, да, что ты его пройдешь этот длинный путь совершенно бесстрессово. Угу. И Потому скажи, что так не пожалуйста, хватает, и можно, если ты нахватаешь и не умеешь это делать, я думаю, это будет провал полнейший. верно, согласен. А скажи, пожалуйста, Анастасия, то есть вот ты получила, раскрыла для себя вот эту способность, которая всегда с тобой была, по сути дела, да? Начала ей более, ну, как-то осознанно, что ли, пользоваться, да? Осознанно, конечно, то есть теперь я понимаю, почему это так происходит. Конечно же, понимаешь, что я запускаю какие-то вещи, я понимаю, что я ими управляю, но я не, когда ты не знаешь, когда ты не уверен, что ты этим управляешь, ты не уверен, что ну, действительно это все работает, да, и ты немножко нервничаешь все равно и думаешь, вот я сейчас нахватал там, а мало ли что, и в общем-то, да. А когда ты уже знаешь о том, что да, это в общем-то управляемая, оказывается, история вполне себе, и ты вот это вот можешь еще там что-то подкрутить, то это гораздо более интересное становится. То есть вот я сейчас думаю о том, что, ага, значит, оказывается, это значит вот так. Значит, можно попробовать еще вот где-то подкрутить, там этот механизм-то улучшить.
понимаешь? И, может быть, я сейчас тумкаю до того, как это еще можно более интересно использовать. Мгм. Скажи, пожалуйста, тебе вот в этой твоей, как я понял, природной сильной способности, которая позволяет тебе реализовывать успешно свои проекты, тебе вот после прохождения обучения, как тебе помогает знание DreamSpell, календари те же самые, Цолькин? Ты, я так понимаю, начала отслеживать эти моменты, говоришь, витами начала? Хуанбот очень, кстати, удобненькая история, да. Ага. Ну как, ну вот как раз очень четко с этим всем взаимодействует. Это же тоже получается такой, знаешь, винтик. Ну, представляешь, у меня такая, значит, вот эта большая штукенция, да, вот эти часы с шестереночками, с этими самыми, с такими штучками. Большие такие они работают. То есть ты туда еще встраиваешь чип с хуанботом. Представляешь, какая удобная история? Там еще шестереночки. И давай они, значит, там подруливать, подкручивать. Я сейчас прямо, я тебе говорю, я какой-то новый механизм сейчас уже начала себе отстраивать. И там более четкая, скажем, да, то есть у тебя, получается, был такой, вот такая шестеренка, да, а сейчас более маленькая, четкая, и там можно все до секунды, ну как-то так. То есть у Оно, тебя, конечно, благодаря вот календарям DreamSpell и Хунаботу, который на них работает, у тебя появилась более точная степень детализации твоего времени, да? Правильно я тебя понял? конечно, конечно, то есть, представляешь, я, ну, допустим, запускала вот это во вне времени, допустим, ну, 2-3 проекта я запускала там в течение какого-то длительного промежутка времени и не особо их детализировала. А если, допустим, я сейчас буду каждый день вот это вот все подруливать, подвинчивать, то есть получается у меня более, ну, как инструмент для отслеживания того, что я упускала, возможно, из вида. Это И я же могу не только... Тут у меня, видишь, у меня были такие проекты, они достаточно узконаправленные, да, были. А сейчас же я могу туда еще подкрутить еще какие-то другие нерешенные мои вопросы, да, тоже здоровье или, может быть, личная жизнь, какие-то вещи такие. правильно ли Я я тебя понимаю, что вот то знание, которое ты получила в ходе, которое ты сейчас практикуешь, ты теперь видишь, как его использовать как рычаг твоей дальнейшей реализации, да? Да, у меня просто, ну, как, понимаешь, блин, ну, как тебе объяснить? Вот я была одна, а теперь я в команде. И в команде у меня там еще, ну, как прямо какие-то, как надежные какие-то эти роботы. Подожди, у тебя, ну ты говоришь не о бизнес-команде, а о какой-то абстрактной команде, Да, времени, да, 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 банда такая космическая. команда времени. Космическая банда. Я уже хочу взять у тебя второе интервью, это очень интересно. Но давай все же вернемся, пожалуйста, к нашему вопросу. То есть ты пошла осваивать свою силу, которая, как оказалось, связана с временем. Ты белый волшебник, да, повелитель вне времени и мудрости, и очарования. А вот скажи мне, то есть ты зашла на второй уже поток, свой индивидуальный, для того, чтобы распаковать свою силу, и о чем это для тебя было? Зачем тебе этого захотелось? Что ты увидел в этом для себя? Ну, Ну, так слушай, у меня же там в характеристиках же еще власть. конечно. Ну, вот то есть вот, причем власть не в том смысле, что подчинение, а власть именно в том, чтобы расширение. Мгм. Расширить вот Да. в этой части. То есть чем больше я как бы расширяюсь, тем мне, ну, видимо, все стало тесно в этой оболочке. Так. Мне надо было расшириться. Мне надо было уже получать, видимо, какое-то расширение, увеличение или как бы, ну, власть. Что еще? Могущество. Оно прямо, ты что, я его чую, чуйкой. Анастасия, Власть где-то тут. я хочу вот посмотреть такой момент. У тебя пошло вот это расширение, да, вот в твой второй виток. И, ну, я так понимаю, что ты видел уже этот процесс, что твое внутреннее расширение, что ты позволила себе раскрыть свое настоящее, да, оно сразу отразилось на внешнем. Расскажи подробнее, как это произошло у тебя. Ну, вот смотри, ну как подробнее? Вот представляешь, все начало резонировать. Конечно, в какой-то момент я обалдела, потому что у меня же много проектов вот во вне времени. Они такие себе идут в определенном шаге, да, то есть они идут, и в определенный шаг там наступает определенное какое-то действие. И вот эти все проекты, которые во вне времени шли определенным шагом, они сбились с шага, и давай все требовать внимания разом. Ага. Вот что стало проявляться на внешнем плане, понимаешь? То есть они как бы, то есть получается, что я их могла уже сжать и ускорить, что ли, или что? Ну, то есть я вот этими понятиями начала мыслить. Так, подожди, то есть у тебя... И физически, на физическом плане, то есть у меня они как бы получается, ну вот такой произошел грандиозный сбой в шаге.
Так, И он стал чаще так, и быстрее. Ну, то есть, так, я в настоящем могла, в принципе, в своем таком же расслабленном состоянии, да, то есть регулируя свое состояние. В настоящем я этот шаг во вне времени могла сжимать и делать тоже быстрее, как да, бы, вот. И все, и представляешь, и, конечно же, да, какой-то момент мне что-то, посыпалось со всех сторон. Вот это надо сделать, вот это, вот это, вот это. И я в какой-то момент такая думаю, ой-ой-ой, ой-ой-ой, что-то я тут, однако, а, не справляюсь. Понимаешь, много очень всего начало происходить так. оружие. Ну ничего, потом нормально разрулила подкрутила, и опять все пошло как надо. Ну хорошо, а в чем причина этого сбоя для тебя? То есть этот сбой не случайно возник, а как реакция на что-то? Да, чтобы показать еще более вот эти грани, то есть вот возможности, понимаешь, что все равно получается, что я комфортный какой-то себе процесс, да, организовала, я могу более его сжимать, как бы, он будет быстрее, независимо от того, что я буду некомфортно. Понимаешь, то есть я всегда думала, что мне будет некомфортно, если будет больше дел, или они будут как бы более глобальны. Уровень комфортности поменялся еще. Анастасия, правильно ли я тебя понял, что вот тот событийный ряд, который у тебя начал происходить, то, что у тебя полетели какие-то сбои, все стали требовать твоего внимания, это был некоторый вызов, чтобы показать тебе, как ты можешь управлять, владея собой, своими состояниями, своим временем, как ты можешь раскрыть свою силу, потому что запрос был на силу, чтобы лучше научиться ей владеть, и в результате этого ты быстро все это для себя разрулил, правильно? Да, все правильно ты говоришь. И самое главное, что я там еще поняла, что, в общем-то, там зазор-то еще вообще приличный. Я вот делаю, да, в таком расслабленном состоянии. Там еще можно туда складывать и складывать, и оно вполне себе не будет давить. Хорошо. Слушай, я прям вижу, что мы с тобой идем по структуре практику. То есть второй день – это вызов, да, то, что не показывает несоответствие. И я помню, мы с тобой встречались в третий день, в третий тон вот твоего второго витка, и ты мне рассказал о том, что твое внутреннее расширение, оно, у тебя прям такое было удивленное лицо в тот момент, что у тебя на внешнем плане произошли какие-то интересные события, что мир показал тебе на уровне там тех же твоих возможностей большую широту, и у тебя было такое, как будто ты боялась принять свою реальную мощь и ту широту, на которую ты способна, на уровне Нет, внутренних твоих. ну то, что ты вот говоришь, что встретился человек, который показал мне мой план, да, то есть вот повыше эту планку Да, мне как бы поставил. То есть, на ну пару да, шагов. да, то есть, ну это уже как бы такая. Я же все равно до сих пор еще колеблюсь Ага. вот в плане этой планки, потому что все-таки, ну, не знаю, хочу я или не хочу. То есть у меня нет внутреннего вот такого конкретного, знаешь, что да, я хочу. Вот я хочу поменять там, ну, совсем поменять вот этот, совсем свою планочку поднять. Ну, пока я так и не решила. Да, ну, появился человек, который мне сказал, да, зачем ты вот возишься, возюкаешься вот, типа, вот здесь. Ну, закон больших чисел никто не отменял. Надо в них вот повариться, и типа ничего страшного, еще там несколько налей добавится, и не к твоим этим. Хорошо. Но смотри, я правильно понял, что ты осознал свою силу, увидела, что тебе мир стал присылать прям интересные возможности в ответ на твое расширение, да? Так а чё ж ты стесняешься-то пойти в это, раз это был твой запрос про власть, могущество, про силу твою? Ну, вот мне надо сейчас все равно свой комфорт, я все равно хочу, чтобы мой комфорт соответствовал вот этим делам во вне времени, прямо четко. Вот когда я его сбалансирую, комфортное состояние, да, и ощущение вот этого всего того, что я могу вокруг себя закрутить, я, может быть, и да, и сделаю шаг туда. Ну, то есть ты просто Я а, все равно, вот моя комфортность мне важнее. я тебе желаю пойти в твоей комфортности на самую красивую реализацию, которая тебе хочется. Ну, да, вопрос вот именно больших чисел – это одна история. Другая история все равно, вот когда это, понимаешь, доставляет тебе кайф, вот кайф. Да. Это вот мне надо, чтобы у меня был больше кайф. Мгм. Хорошо. То есть, ну давай с тобой резюмируем. Какой был результат вот второго твоего захода и расширяющий, скажем так, как ты выразился, индивидуальной вот работы на втором витке? Что ты вынесла из этого? Вот по факту. Что, слушай, ну, очень много всего я на самом деле вынесла. А, вот, во-первых, то, что я сейчас ежедневно все равно буду продолжать вот эти витки отслеживать. Да, то есть, ну там вот в Фанботе сегодня еще там предлагается отслеживать еще и внутренний день.
Это, конечно, да, это вот прям серьезная концентрация на осознанность. Вот прямо осознанность. Я думаю, что она дает. Вот еще просто даже быть осознанным, это даст в любом случае большие результаты. Какие-то еще, мне кажется, прорывы. Ну и все, и что я вынесла? Что я все могу, в общем-то. Очень многие вещи. И, понимаешь, не терпится их продолжать отслеживать, отшлифовывать, да? Вот этот, ну, когда, знаешь, как ты купил себе новую какую-нибудь эту стиральную машинку, где много кнопок. Маленький обычно автомобильчик там какой-нибудь, да, с интересными опциями. Их там так много, этих опций, а у тебя их раньше не было. И ты такой, боже, я вот на этом режиме, а вот на этом, а как бы тут на этом режиме, а что-то тут нажму. То есть вот, понимаешь, я как улучшенная стиральная машинка такая. И вот мне надо все опции эти перепробовать же, это самое, а потом уже подумать, а может быть вот еще что-то примастырить к этой штучке. Потому что сейчас вот реально, если бы ты сказал, давай еще какую-нибудь цель поставим, мне, наверное, было бы пока, не до этого. То есть мне Конечно, надо научиться управлять вот этой конечно, да. новым космическим аппаратом, да, то есть я в него села такая и еще всю панель не изучила, вот сейчас буду изучать. Мне кажется, план-бот мне будет в помощь. Благодарю. Ну, довольна ли ты таким результатом? Новый космический корабль и могучий? Ну, ты что, как ты, вот, ты что, слюни просто, сопли-слюни, какие? Сейчас пока просто, знаешь, пузыри пускаю от удовольствия, сижу в этой штуке. Конечно, как-то естественно, ты чего? Я Вопрос слишком, скажем, скромный, довольна ли ты? Да, это же прямо штука такая. Эта штука крутая. Слушай, вот единственное, что вот, понимаешь, я это понимаю, да, то есть я могу это вот оценить, что эта штука офигеть какая крутая. Как это, объяснить другим людям, я не знаю, как ты это доносишь, это очень сложно. Никак. Это можно только прожить, что ты сделал. Это реально очень сложно. Это реально сложно вот почувствовать. Возможно, если ты если кто-то, допустим, хочет этому научиться, но совсем не понимает, как эту штука этой управлять, да, что бы я бы посоветовала, это вот просто тупо проживать осознанно, как бы вот делать инструкции и прямо делать этот осознанный день свой, пока тебя не осенит. Вот все происходящее. Я думаю, что у меня еще открытий-то много будет. Это точно. Ладно, Стасия, я очень тебе благодарен за то, что уделила время, вынула немножко из своего вневремени, и поделилась такими очень ценными инсайтами. Я думаю, многим людям это будет вдохновенно и полезно, потому что ты говоришь, ты практик, ты говоришь очень такие вещи по делу и просто. И я благодарю тебя еще раз, желаю тебе дальнейшего преуспевания во всех вообще сферах твоей жизни, во всех пластах и пространствах вне времени твоего. Всегда тебе рад, всегда на связи. Обращайся, если надо будет чем-то посодействовать. Да, я тебя тоже благодарю. Но я уверена, что это у нас еще будут с тобой разговоры на разные темы. Ладно. Обращайся. Спасибо. Всего хорошего тебе следующего витка. Сегодня первый тон. Ты, в общем, знаешь, какие кнопочки жать в этом космосе? Да, я знаю. Я сейчас буду обкатывать. Давай, приятной обкатки тебе. Ладно. Обнял, пока. Пока. Давай.